Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Slay the Princess. В прошлой серии мы прошли одну из ветвей, где у нас все слилось воедино, там полный хаос, вообще непонятно ничего. Принцесса стала каким-то чудищем из всех возможных принцесс, я так понимаю. И мы с ней не договорили в тот раз. Вся я меняюсь, но оставшаяся часть меня остается неизменной. Так, что у нас тут есть? Ты не можешь быть противоречием. Противоречия не существуют. Вот, теперь существуют. И все же мои воды текут, а улицы полны жизни. Нет слов, способных обратить меня в небытие. Мои сущности не поддаются никакой логике. Я та, какой ты меня знаешь, но одновременно и полная ее противоположность. Как у тебя получается быть противоречием? Так же легко, как у тебя быть собой. Ты такой же, как я, даже если решил закрыть глаза на то, что не вписывается в твой образ, и игнорировать сияющие контуры своей души. Окей. Неважно, сколько раз я возвращаюсь, один из нас обязательно причиняет другому боль, или же мы причиняем боль друг другу. Разве это не меняет тебя, не делает хуже? Это меняет меня, но не в плохом смысле и не заставляет хуже относиться к тебе. Делает ли это хуже тебя? Ты на меня обижен? Так, наоборот, это заставляет меня любить тебя еще больше. Не знаю, что это говорит обо мне. Давайте ответим первое. Это говорит о том, что у тебя доброе сердце, что даже во тьме тобой движет сострадание. Что ты думаешь об этом сосуде? Она противоречие, извилистый калейдоскоп нехоженных троп. По форме они напоминают меня, но она для них неестественна. У нее яркое цветное сердце. Не жалея ее, она наконец познала себя. Тебе по-прежнему все равно, что я принесу в следующий раз? Твои дары важны для меня, но у меня нет относительно них никаких предпочтений. Если бы и были, я бы никогда не посмела омрачить наши отношения, поставив свои желания выше тебя. О, как мило. Сколько еще сосудов должен принести? Мы узнаем это, когда конец будет уже близок. Давай, я готова вернуться. Я буду здесь, когда нам пора будет снова встретиться. В глазах темнеет, и ты умираешь. Спасибо, снова, ура. Яркое цветное сердце. Тут много ачивок, я так думаю. Ты стоишь на лесной тропе, и это мы пропускаем. Да. Пока... Пошли к избушке молча. Ты идешь по короткой тропе, добираешься до избушки, в ней ты найдешь принцессу. Да, предостерегай меня, хорошо. Мы ведь не станем этого делать. Голос героя снова с нами. Голос героя, смотрю, у нас прям с самого начала и остается. Он типа как основной, что ли? Идем. По-моему, я не пробовала уйти, оставив ее в избушке. Это самая первая избушка. Окей, мотаю. Клинок не буду брать, спуститься в подвал. Да, это мы тоже знаем. Кто там? У нее чарующий голос настолько, что его невозможно забыть. Не суди не по голосу, она пытается задумать твой разум. Да-да-да, пошли. Привет. Ко мне так давно никто не заглядывал. Спускайся ко мне. Да, я иду. Первое. Дальше. Агась. Погоди, давай поговорим сперва.
Ну, давай. Как тебя зовут? Ну, она задумывается, затем отвечает, тщательно подбирая слова. Можешь обращаться ко мне, ваше королевское высочество, или просто зови меня принцессой, если считаешь, что ваше королевское высочество слишком официально. Принцесса — это имя или титул? Может, и то, и другое? Хотя вряд ли ее называют принцесса. Принцесса — это твое имя? Говорю же, можно назвать меня принцессой, если хочешь. Окей, она не хочет, тогда... Прости, я здесь так давно, что даже не помню своего имени, но оно у меня наверняка есть. У всех должно быть имя. Так, очень странно. Она даже не позаботилась о том, чтобы придумать себе имя. Надеюсь, ты начинаешь понимать, что ей нельзя доверять. Поднимись, возьми клинок и убей ее, пока не поздно. Если до меня к тебе никто не заходил, где ты брала еду, что пила? Не понимаю, к чему этот вопрос. Ты вряд ли снова услышишь это от меня, но я согласен с принцессой. Вряд ли эта информация будет тебе полезна. И все же, чем она питалась? Без еды ведь не выжить, да? Давайте оставим ее под замком. Я не стану выпускать тебя, по крайней мере, не сразу. Пока я не решил, как с тобой поступить, мы можем пообщаться и узнать друг друга получше. Кажется, это неплохой компромисс. Долго я в этом подвале не выдержу. Оставлять ее в живых слишком опасно. Если ты не разделаешься с ней как можно скорее, она найдет способ выбраться. Чел! Значит, мне одному нравилась эта идея? Так или иначе, я найду способ выбраться. Для нас обоих будет лучше, если ты мне поможешь. Если ты не станешь помогать, то пожалеешь. Это я тебе обещаю. Нифига. Тебе необходимо сделать выбор от лица всего мира. Надеюсь, что этот выбор будет верным. Запереть ее в подвале. Я понимаю, тебе кажется, что это взаимовыгодный компромисс, но это вовсе не так, и твои действия не станут лучше никому. Я все равно попробую, вдруг сработает. Мы останемся здесь сторожить ее, и тогда никому не придется умирать. Куда ты? Не бросай меня здесь. О, хороший голос, мне нравится, прям хороший тон. Ты отворачиваешься от принцессы, направляешься к лестнице. Ладно, уходи. Совсем скоро я выберусь из оков, и тогда ты дорого заплатишь за то, что бросил меня здесь. Хорош. Выберусь из оков? Разве ей это под силу? Ей ведь нужна была наша помощь. В ее голосе столько осуждения, не думаю, что она лжет. Так или иначе, она показала свое истинное лицо. У тебя еще есть время сходить за клинком и закончить начатое. Нет, мы действуем по плану, запираем ее в подвале. Тогда мы все умрем. Что поделать, будь по-твоему. Ты закрываешь дверь в подвал на замок и прислоняешься к двери прислоняешь к двери тяжелый деревянный стол, на котором лежал клинок. Ладно, все получится. Ты усаживаешься напротив двери в подвал, чтобы удобно было наблюдать. Совсем скоро от усталости тебя начинает клонить в сон, а веки тяжелеют, но уснуть не получается. У тебя будет громогласный, полный ярости крик, доносящийся из-за двери. Нифига себе. Я знаю, что ты еще там. Еще не поздно освободить меня и заслужить прощения. Эта дверь меня долго не удержит, так что лучше тебе постараться вернуть мое расположение. Ее голос такой жуткий, будто она не принцесса, а монстр из ночного кошмара. Дверь грохочет под ее натиском, но ты изо всех сил стараешься не обращать на нее внимания. Когда я до тебя доберусь, ты костей не соберешь. Я не забуду твое предательство. И никогда тебя не прощу. В этом подвале ты обрел злейшего врага. Что-то она не становится слабее. Нет, не становится.
Уснуть, не обращая на нее внимания. Мило, но вряд ли. Можешь кричать сколько угодно, твои угрозы лишь притупляют мое чувство вины. Это не угроза, это обещание. Рано или поздно ты уснешь, и тогда я сделаю все, чтобы ты больше никогда не открыл глаза. Ты стараешься больше не слушать угрозы принцессы и ложишься у стены. Посреди ночи ты просыпаешься, в избушке царит гробовая тишина. Больше не слышно ни стуков, ни криков. Ты замечаешь, что дверь в подвал открыта настежь, а стол откинут в угол. А можно где скример? Где она? О, ну типа. Спасибо, что помог мне выбраться из этого кошмарного подвала. Ты пытаешься подняться, но как только принцесса приближается, твое тело перестает тебя слушать. Это словно паралич, но тело отказывает постепенно. Сначала онемеют пальцы ног, потом ступни, потом ноги. Ты лежишь на полу избушки, не в силах пошевелиться. Остается только наблюдать, как она к тебе приближается. На чьей? Ты на чьей вообще стороне? Разумеется, на твоей. Но я обязан говорить правду. Даже если я буду искажать факты, реальность от этого не изменится. Какой же ты беспомощный. Я могу мучить тебя, сколько вздумается. Принцесса подходит ближе, но ее шагов не слышно. Она с любопытством наблюдает за тобой, пока органы в твоем теле отказывают один за одним. Хотя, наверное, лучше поторопиться, как-то ты неважно выглядишь. Бледненький какой-то. А, как жаль. Все было бы иначе, если бы ты мне помог. Вместе мы могли бы столько всего интересного сделать. Твои легкие перестают работать, а сердце останавливается еще мгновение, и ты умрешь. Я могла бы пожелать тебе удачи в следующий раз, но мы оба знаем, что это конец. Да? Я не верю. Не верю, что все может кончиться вот так. Сожалею, но это и правда конец. В глазах темнеет, и ты умираешь. Глава 2. Кошмар. Да блин, все у нас времени. Ладно, ты стоишь на лесной тропе, это все то же самое, это мы дальше проматываем. Сохранюсь. Проматываем. Так. Направиться в избушку. Она снова меня убьет. Снова? Люди не могут умереть дважды. Ты эту принцессу еще даже не видел. К тому же, она не сможет убить такого искусного и отважного бойца, как ты. Если он ничего не помнит, может, пусть лучше так и остается. Вдруг он нас услышит. Голос параноика. Окей. Пускай будет. Хороший вопрос, голосочек. А вдруг он вас уже слышит? Черт. Думаю, вам будет очень непросто сохранить что-нибудь в тайне от меня. Не то чтобы это имело какое-то значение, потому что, как я уже говорил, мы только что встретились. Мне бы не хотелось, чтобы наше знакомство не задалось с самого начала, а нам все-таки вместе спасать мир. Все, давай, идем. Идем в избушку. Да, она будет лгать. Не думаю, что ей хочется только лгать и морочить нам голову. В прошлый раз она была с нами очень откровенна, по крайней мере, после того, как мы решили запереть ее. Неважно. Никому нельзя доверять. Окей, никому нельзя доверять. Понимаю. Understandable. Избушка выглядит очень просто, взгляду почти не за что зацепиться на гладких деревянных стенах. Внимание привлекает только одинокий перевернутый стол в углу. На пути к призывно открытому дверному проему, ведущему в подвал, лежит безупречный клинок. Ух ты, смотри, тут в окнах эти какие-то чубрики с глазками. Это, короче, когда я ночью в туалет иду, то примерно так же выглядит, когда в окно смотришь. Важно. Он твое орудие, без него ты не сможешь выполнить свою задачу. Погодите-ка, а где дверь? В прошлый раз тут была дверь. Остался только пустой проем. Получается, она уже выбралась и готова к нашему появлению. Она нас поджидает. Вы не чувствуете ее взгляда? Я чувствую. Я прям их даже вижу, я тебе так скажу. Возьми себя в руки. Принцесса еще не освободилась, но если ты продолжишь себя так накручивать, тебе будет трудно выполнить свою задачу. Так, вдох-выдох. Тебя ждет дело, и только ты можешь с ним справиться. Подойти к зеркалу.
Ты подходишь к стене рядом с пустым дверным проемом, ведущим в подвал, и стена совершенно пустая. О чем ты? Это не просто стена, это зеркало, точнее, станет зеркалом, как только мы сотрем с него слой пыли. Да-да-да, фиг там. Ничего нет, конечно. Это он заставил его исчезнуть? Там точно было что-то интересное, раз он так старается его спрятать. Вся избушка выглядит по-другому. Совсем не так. Вы же тоже видите ее в окне, правда? Она знает, что мы здесь. Успокойся, может, вы втроем просто придумали, что все здесь изменилось, потому что еще здесь не бывали. Хватит этой закропной чепухи, ты не умирала, и уж тем более принцесса тебя не убивала. Сосредоточься, от тебя многое зависит. Я не буду брать клинок. Я как истинно умная, на самом деле истинно шибанутая, спускаюсь так. Надо было взять нож. Не думаю, что идти туда без оружия было хорошей идеей. Ну да, я даже не думаю. Ты перешагиваешь через порог и оказываешься на ступенях, подвешенных в черной пустоте. И глаз стало больше. Ты ничего не сказал про глаза. Снизу пробивается запах, вызывающий ассоциации с молнией и с статическим электричеством, как будто ты спускаешься в место, не предназначенное для создания из плоти и крови. Если принцесса здесь живет, убийство будет актом милосердия. От ступеней гулким эхом отдаётся ее голос, жестокий и игривый. Не думала, что ты вернешься. Мы с тобой отлично повеселимся. Так, нам необходим план. В прошлый раз было достаточно к ней просто приблизиться, чтобы умереть. Шагнуть в пустоту между ступенями. Давай. Ты пытаешься шагнуть с ступени, чернеющей вокруг пустоту, но тебя останавливает невидимая сила. Зачем ты это сделал? На что ты рассчитывал? Мне было любопытно. Поздравляю, тебе крупно повезло. Из всего, что могло случиться после прыжка в пустоту, этот исход, вероятно, самый лучший. Спускаешься к подножию лестницы. Перед тобой предстают два неровных ряда белых досок, висящих в пустоте. В кромешной черноте виднеются редкие камни, образующие на том, что должен быть полом, подобие дорожек. Там, где подвал должен заканчиваться, они расходятся в разные направления, налево и направо. Она может быть где угодно, и нам негде спрятаться. Мы у нее полностью на виду. А ты ничего не хочешь сказать о том, насколько здесь все странное? Совершенно ничего. Кто-то же здесь должен выступать голосом разума, и это точно не ты. Что? Мой разум сейчас ясен как никогда. А вот ты обыденно описываешь эту чертовщину так, будто это обычный подвал. Отсюда живыми не выйти. Я не хочу снова умирать. Прекрати. От твоих слов будет только хуже. Просто выбери, в какую сторону идти, вперед. Направо, конечно. Я бы на твоем месте особо не раздумывала. Не мучайся, потому что когда бы ты не пошел, я все равно тебя найду. Как мило. О, как мило. Она за мной пойдет. Остаться на месте. Ладно, пойти направо. Ты поворачиваешь направо. Перед тобой лежит смутно очерченная тропа. О, вот ты где, я же говорила, что найду тебя. Ух ты, классно, еще раз сохранись. При приближении принцессы у тебя внезапно отнимаются ноги. И сразу за ними руки. Мне конец, да? Ты как будто хочешь, чтобы я до тебя добралась. Ух ты, классно. Должен же быть какой-то выход. Думай. Что ты наделал? Соберись, она не должна быть такой. Интересно, сколько раз я с тобой поиграю, прежде чем ты сломаешься? Твое зрение затуманивается, кровь начинает постепенно сворачиваться. Ты чувствуешь, как в теле отказывает то один, то другой орган. Сердце, легкие, печень, нервы, сердце, легкие, печень, нервы. Твои легкие раскрываются, отчаянно пытаясь впитать хоть каплю воздуха, а глаза внезапно распахиваются. Что ты делаешь? Телом занимаюсь. Вы хотите, чтобы это тело функционировало, или... А потом все ощущения снова гаснут, потому что твое тело стоит на пороге смерти. Ого.
Ладно, что бы ты там ни делал, пожалуйста, снова сделай это. Ты уверен? Ты точно этого хочешь или будешь снова лезть мне под руку? Еще мгновение, и ты умрешь. Да, уверен. Сердце, легкие, печень, нервы. Сердце. Что он делает? Успокаивается? Заземляется? Я хз. Твои глаза снова распахиваются, а рот жадно хватает воздух. Не можешь решить, что делать? Что ж, конечно, лучше стоять и хлопать ртом, как рыба, чем умереть. Хотя выглядишь ты по-дурацки. Она на нас не нападает. Почему? Какая разница, почему? Она уже показала свои злые намерения. Не отвлекайся от задания. И как мы это сделаем? У нас нет оружия, это и выхода нигде не видно. И кто в этом виноват? Неважно, кто виноват, все равно сразиться с ней сейчас не получится. Тогда, может, займешься поисками? Так, сохранюсь-ка. Зачем я нужен тебе живым? Чего ты от меня хочешь? Я пыталась бежать, пока ты тут задыхался, но эта тупая избушка не дала мне выйти. Тогда я потащила с собой твое тело, а потом... В общем, ты умер прежде, чем я успела добраться до двери. А потом я очутилась здесь, и теперь ты тоже здесь. Кажется, без тебя мне не выйти, а мертвый ты не считаешься. И как бы мне не прельщали наши с тобой забавы, у меня есть планы побольше, чем вечно мучить бедного малыша. Я хочу отсюда выйти. Можешь выйти, пожалуйста, да. Почему ты меня не прикончишь? Ну, мы поняли. Если тебе нужен живым, почему ты угрожала мне на лестнице? Почему не пыталась договориться по-хорошему? А я и пытаюсь договориться по-хорошему. Ты ведь еще жив, не так ли? Кроме того, в нашу последнюю встречу ты умер от страха. Я не думала, что нужно было оставить тебя в живых. Но, похоже, это больше не проблема, по крайней мере, не для меня. Ты выглядишь несчастным. Если я тебя выпущу, что тогда? Мы разойдемся, как в море кораблей? О, разумеется, нет. Если ты то, что мне нужно, чтобы выбраться из этого места, высока вероятность, что ты окажешься весьма полезен. Думаю, надо держать тебя поближе. Маленький талисманчик на удачу, гарантия моей свободы. О, она абсолютно insane. Класс. Не волнуйся, я буду тебя халить или леять, обещаю. Находиться рядом с тобой сплошная мука. Я не собираюсь с тобой таскаться. Ты сумасшедшая, ты ведь это понимаешь? Я такая, какая есть, и сейчас я тут главная. Так что будь со мной повежливее. Она поднимает длинный, затянутый в перчатку палец и подносит к твоей коже, явно наслаждаясь исходящей от самой себя угрозой. Но потом отступает вместо того, чтобы мгновенно убить. Если я тебя не выпущу, что тогда произойдет? Когда мы застряли тут до тех пор, пока ты не передумаешь. А она замирает и через пару мгновений касается твоего плеча и что-то шепчет на ухо. Или пока у тебя не откажет сердце. А потом, когда ты умрешь, я окажусь в другом месте, и через некоторое время ты тоже ко мне придешь. Ведь это же так работает. И так будет до тех пор, пока ты меня не выпустишь. А до этого времени много чего может случиться. У меня наверняка найдется пара классных идей. Нам не обязательно быть врагами, мы можем сотрудничать, даже можно стать друзьями. Я рада, что мы сошлись во мнении. Я не стану этого делать, я не помогу тебе выбраться, я не собираюсь пытаться тебя убить, так что давай, делай, что хочешь. Остаться один на один со своим кошмаром. Ах ты, бедное, наивное создание. Думаешь, что один приступ отваги превратит тебя в того, кем ты не являешься? Я такая, какая есть, а ты навсегда останешься трусом. Она протягивает руку, снимает маску. Ты не успеваешь увидеть, что за ней скрывается, потому что она тебя поглощает.
Как жуткая ползучая плесень, твой разум пронзает беспредельная реальность твоего существования. Рождение, смерть, новое рождение. Рассвет и упадок, миллионы швов на миллионах мельчайших ран, нанесенных тобой каждому, с кем ты встречался, каждой клеткой твоего тела и каждым произнесенным словом. Выпусти меня. Твое существование причиняет им боль. Одинокая душа, рыдающая в пустой комнате. Она живет 80 лет, а затем исчезает и появляется вновь. Нифига у вас реинкарнация. Передышка. Хорошая жизнь, любовь, дети, успешная карьера, признание коллег. Одно мгновение сменяется другим. Черви нашли себе входы. The worms have found their orifices. Let me out! Диагноз. Все, что было, уходит в забвение. Гнев, ярость, отчуждение, нищета. Одинокая душа вновь стала одинокой. Любовь обращается в насмешку, она умирает. Она возрождается. Хуже, сиротливее. Почему сиротливее, а не более одинокая? Не-не-не, что с нами происходит? Хватит, я поняла, что тебя надо выпустить. Это слишком. Я так больше не могу. Не можешь? Что не можешь? Он не отвечает. Ой, кажется, я тебя сломала. Скоро увидимся, ты будешь знать, что делать. Твое тело умерло, но ты продолжаешь жить. Знаешь, что скрывается под маской? Фига. Момент истины говорит. Угу. Окей. Жестко. Ты стоишь на... Черт, что это вообще было? Кто мы? Что мы делаем? Так, давайте вот тут на этом сохранимся и закончим. Тут очень странные дела происходят. Stranger Things, так сказать. Я не знаю. Я получила какую-то ачивку, но это вроде как обычно было по 2 главы, кажется. А тут внезапно еще 1/3. Или вроде как было где-то еще 3 главы, не знаю. Ну, короче, окей, посмотрим. Пишите, как вам серия, как вам эта принцесса и все происходящее, что вы думаете. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.